Здорово, народ! Новье подъехало! Рад вас видеть! Сегодня время туториала. Один из первых и самых актуальных вопросов, которым задаются все те, кто начинают использовать 3D в своем творчестве, это как вписать 3D-модель в фотографию. Для примера я взял коробку от AirPods, замоделил ее и вписал в фотографию. Зацените! Да-да, это коробочка в 3D. Я даже отрендерил небольшую анимашку. И также быстро хочу вам напомнить, что сейчас на канале у меня идет Photoshop Battle с Человеком-пауком. Участвовать могут абсолютно все. Даже ты. Все подробности на эту тему вы можете найти в прошлом видео, ссылку на него оставлю в описании. Участвуйте. Ну и сегодня мощная связка Blender плюс Photoshop. На простом примере покажу и расскажу, как это работает. Интересно? Тогда не забудь подписаться на канал, ставь лайк и смотри видос до конца. Если вы собираетесь врываться в мир 3D, Blender, Cinema 4D и так далее, то учтите, что для комфортной работы нужна мощная машина. А если вы смотрите в сторону анимации, так тем более. Есть универсальное решение для работы и творчества. Это HyperPC Pro Studio с видеокартами GeForce RTX 30 серии. Это оптимальный выбор для множества творческих задач. В серии Pro есть 4 комплектации, все они оснащены мощнейшей начинкой, но самое главное это графические процессоры NVIDIA RTX, которые значительно ускоряют работу приложений для создания контента. Также это позволяет моделировать в реальном времени с трассировкой лучей. Во всей линейке Pro Studio стоят драйверы NVIDIA Studio, которые отслеживают обновления более 200 приложений для создания контента, включая ПО от Adobe, Autodesk, Avid, Blackmagic Design, Epic, Maxon, Unity и не только. На сайте вы можете подобрать себе ПК под конкретные задачи и даже кастомизировать внешне под себя. Если проекты совсем глобальные, то возможно стоит поставить RTX 3090 или даже RTX 8000, и тогда точно можно будет построить свой город в 3D. В общем, если вы задумались об апгрейде рабочей станции или ищете бескомпромиссный вариант для работы и творчества, то оставлю ссылку в описании, кликайте, смотрите, изучайте. Первым делом открываем в Photoshop картинку, в которую вы хотите интегрировать 3D-модель. В моем случае это просто столешница, это небольшой столик кофейный, который у меня есть, я его сфоткал на телефон. Затем я сфотографировал со всех сторон коробку с AirPods'ами и буду использовать как текстурки. Теперь запускаю Blender, нажимаю General и создается стандартное рабочее пространство. Удаляю все, просто выделяю, нажимаю Delete. Если вам интересна тема по моделированию, текстурированию, ну и вообще каким-то таким фишечкам, обязательно поставьте лайк и напишите об этом в комментариях, чтобы я знал, что вам интересно и на какие темы делать вообще видео. И чтобы сейчас не тратить время этого видоса, я уже сделал эту модельку, она у меня есть вот в таком формате. Выглядит на самом деле все очень даже хорошо, неплохо, ну согласитесь, вообще четенько, да? Далее что нужно сделать? Создаем камеру, нажимаю вот здесь Add и выбираю камеру, либо горячие клавиши Shift-A. И здесь выбираю камеру. Рекомендую, кстати, если вы будете работать в Blender или учитесь, учите горячие клавиши, это намного быстрее. Нажимаю 0 на нампаде и перемещаюсь в вид камеры. Нажимаю Shift-F и вот таким образом я передвигаюсь. Возвращаемся в Photoshop, заходим в Image Size и смотрим разрешение картинки 2500 на 1875. Это нужно для того, чтобы установить правильные пропорции в камере. Возвращаемся в Blender. Теперь идем, значит, вот эту вкладочку и ставим по Y 2500 и по X 1875. И таким образом мы получаем правильный фрейм. Но это еще не все. Выделяете камеру, вот здесь появляется такая иконка, кликаете на нее и выставляете миллиметры. Это тоже на самом деле очень важный параметр, и в идеале вам нужно знать, сколько миллиметров у камеры, у линзы, на которую вы снимаете. У меня было 65. В этой же в настройке вкладка камера, Background Images, это картинка на фоне, и добавляете картинку Add Image. И получается вот какая магия. В общем, если вы выйдете из режима камеры, а это можно сделать очень просто, либо нажимаете вот здесь, либо нажимаете на колесико, вдавливаете его и просто движение влево или вправо мышкой. И чтобы вернуться в камеру, опять нажимаете 0 на нампаде, либо на вот эту иконку. Ориентируясь по направляющим и по сетке, вы можете подобрать правильную перспективу. Нужно все-таки создать источник света. Если посмотреть на оригинальные фотографии, то можно увидеть отчетливый источник справа. И на самом деле есть еще слева, но он не такой интенсивный. Помимо всего прочего, нам еще нужны тени. Нажимаю Shift-A, Mesh, Plane. Нажимаю S и мышкой
делаю побольше этот plane. И вот эта коробка, она должна стоять на ней. Для того, чтобы аккуратно ее туда поместить, я нажимаю, например, на цифру 3, и у меня появляется вид сбоку. Я выделяю коробку, выбираю Move Tool и двигаю вниз. Теперь, чтобы выйти из этого режима, опять нажимаем на 0 и попадаем в камеру. Я думаю, что примерно вот такое положение это будет. Включаю plane. Нажимаю Shift-A и создаю свет. Теперь просто его передвигаю наверх, и для того, чтобы увидеть, переключаюсь вот в этот режим, Viewport Shading. Теперь стоит выбор, на каком движке это все делать. Он находится вот здесь вот, и переключайте, здесь есть Eevee и Cycles. Eevee это real-time, тут все очень быстро, но не так корректно. Для того, чтобы это было более-менее адекватно, надо нажать Ambient Occlusion выбрать, чуть-чуть побольше сделать, чтобы было затенение в областях там внизу, под коробкой и так далее. Screen Space Reflection поставьте. В источнике света, когда он у вас выделен, залетаете вот сюда и ставите контактные тени. Также вы еще должны понимать вот какую вещь. Например, я ставлю 50 Вт. Вот здесь есть параметр радиус этого света. Чем больше радиус, тем мягче тень. Вот как это выглядит в камере. В Cycles это будет смотреться вот следующим образом. Я переключаюсь. Тут есть еще режим, если у вас стоит карта NVIDIA, есть CUDA драйвера, то будет круто работать на графическом ядре. В рендере выбрать Optics и Viewport автоматически. А без этого, к сожалению, будет слишком шумно. Возвращаясь к свету, я все-таки, наверное, слишком мягкую тень сделал. Поставлю радиус 0,3. И выберу коробку, нажму клавишу R, выберу ось Z на клавиатуре также. И таким образом вот так вот двигаю коробку. Поставлю 100 Вт. И для того, чтобы скопировать этот источник, нажимаю Shift-D. Теперь нажимаю Y. И по Y перемещаю вот так. Но только источник слева я делаю меньше. По мощности, например, 40 Вт. Я скопировал еще раз один источник, чуть-чуть его сдвигаю. Создать эффект того, что там несколько окон. Нажимаю на плоскость, на которой это все стоит. Иду вот в эту менюшку с желтым квадратиком. Выбираю вот это меню Visibility и Shadow Catcher. Пункт, который позволит отрендерить модель на прозрачном фоне с тенями. Но для того, чтобы еще это было корректно, переходим вот в эту менюшку Film и Transparent. Render Image, либо горячая клавиша F12. Нажимаем Image, Save As. Сохраняем, выбираем имя, ставим AirPods и сохраняем картинку. И теперь вот этот PNG файл перетягиваем на фон. И он как смарт-объект встает. Ну и теперь, естественно, это нужно чуть-чуть доработать, чтобы это выглядело адекватно. И это можно сделать следующим образом. Создаем кривые, чуть-чуть подтягиваем кривые, может где-то чуть-чуть в тенях немного. На фон, наверное, создаю Hue Saturation еще. И убираю красный канал немного и желтый. Можно откадрировать 4:5. Создаю поверх еще одни кривые. И здесь тоже немного кривыми. Может быть, чуть-чуть накидываю контраста. В красном канале, например, чуть подубираю. Тень, скорее всего, надо делать не такую интенсивную. Это можно исправить очень легко. Я выбираю PNG файл, выбираю Quick Selection Tool и нажимаю Ctrl-Shift-I, инвертирую выделение и поверх еще создаю одни кривые. И также Create Clipping Mask делаю. Поднимаю в тенях. Более того, это дерево, оно покрыто лаком. И чтобы более реалистично это еще смотрелось, можно сделать копию этих AirPods, перенести наверх, Ctrl-T и перевернуть по вертикали. Перейдем вниз, отрезаем тень. Можно на самом деле грубо, это не важно. И теперь пододвигаю вот таким образом и переношу под AirPods, которые основные. Screen. Иду фильтр, Blur, Gaussian Blur, ну и где-то, может быть, 3. Беру большую мягкую стерку, ластик, как угодно называйте. Вот так. И делаю чуть поменьше прозрачности.
Плюс ко всему можно выделить все слои, нажать на комбинацию клавиш Ctrl-J, Ctrl-E, фильтр, камера RAW фильтр. Изменю температуру, все-таки вот так вот получше смотрится. Теперь возьму кисточку и добавлю немного clarity и текстурки. Вот сюда. Girl, do it, do it, do it, do it, do it, do it. She get to the cash when she walk. She look like a bad when she walk. She get to the cash when she walk. She look like a bad when she walk. Girl, do it, do it, do it.